Всем героям большой-большой привет! Сегодня дам ответ на наболевший вопрос о том, какое же все-таки снаряжение выбирать тому или иному персонажу. Очень часто этот вопрос задается в чате, поэтому мы с вами должны покончить с этим вопросом раз и навсегда. Я вам покажу свои сеты, которые использую в тех или иных режимах. И сразу же скажу, что нужно в принципе понимать в этом вопросе. Мы одеваемся, выбираем, точнее, экипировку не под какого-либо конкретного персонажа, а выбираем экипировку под тот режим, в который мы идем играть. То есть, если, к примеру, мы идем фармить, то мы берем с вами сет аристократа. Тут как бы большинству игроков этот момент он в целом понятен. И никаких вопросов он не вызывает. То есть, если нам нужно пофармить, мы его надеваем, берем полностью сет аристократа, и по самоцветам у нас примерно вот такая картина. То есть, большую часть у нас составляют ключи, монеты. Тут все в зависимости от того, кому что нужнее. Также я рекомендую поставить обязательно камень мародера, который дает шанс к получению сундука в конце волны. То есть, чем он полезен? Когда мы делаем фарм, например, идем в 140 уровень, у нас там есть 5 волн, и вот в конце каждой волны вот этот камешек нам прибавляет процент к вероятности того, чтобы получить еще один сундук. А после того, как наш билд будет полностью собран, еще один сундук означает для нас прибавку в виде монет, которые потом, естественно, мы умножаем на 2 после удвоения награды. То есть этот камень, он в принципе увеличивает количество монет, получаемых при фарме. Также стоит понимать такую вещь, то есть если мы, к примеру, куда-то идем, вот мы простые люди, например, если мы идем в спортзал, то мы там спортивный костюм, спортивные там шорты, футболки и так далее. Если мы идем на какое-то мероприятие торжественное, то мы стараемся красиво одеваться, то есть какой-то праздничный костюм. Вот. Тут же, в принципе, и в игре работает эта логика. То есть, если мы идем фармить, опять же повторюсь, это сет аристократа и, соответственно, камни под него. Здесь в игре все это работает, в принципе, примерно одинаково. Если я иду делать забег в гильдии, я беру сет на максимальное нанесение урона. То есть это полностью изгой и сапоги рейнджера. Почему изгой, почему рейнджер? То есть это самая лучшая комбинация, к примеру, для сокращения перезарядки. То есть у нас каждый элемент, ну почти каждый, он дает сокращение в перезарядке, то есть перезаряжаемся мы чаще. Плюс у нас есть волшебная связка в виде перчаток разбойника, которая дает нам 50% шанс нанести 4-кратный урон. И также 25% шанс нанести 4-кратный урон, плюс очень большой показатель по нанесению критического урона. Все это присутствует именно здесь. Шанс моментального убийства, конечно, работает не всегда и не везде, но в принципе это кольцо можно заменить на кольцо мага. То есть если у нас наша сборка отталкивается от того, что мы замораживаем врагов, вот это кольцо нам не помешает. У нас будет с этим кольцом, естественно, в вознесенном статусе, у нас с этим кольцом будет повышенный урон по замороженным врагам. Также его, в принципе, можно использовать. По самоцветам здесь, в принципе, все стандартно у меня стоит. Верхний ряд я, в принципе, стараюсь его не менять. То есть это продолжительность заряд, уязвимость, слабость, физические плюс магические снаряды. И вот все, что ниже, это скорость перезарядки и область эффектов. Вот эти камни нижнего ряда вы забиваете теми камнями, которые использует именно ваш персонаж. Ну, в моем случае это ассасин, поэтому я стараюсь выбирать именно скорость перезарядки, чтобы было как можно больше урона. Если камней на скорость перезарядки мне не хватает, я ставлю область эффектов, потому что у него, во-первых, и торнадо будет работать шире, и
действие чакрама, область поражения будет у него намного шире, поэтому я выбираю именно эти камни. Тут нужно будет отталкиваться от того, кем вы играете. Также этот сет я использую в таких режимах, как битва с боссом. Но опять же, у вас может быть и другой сет, то есть вы можете, к примеру, выбирать какие-то другие сборки, но, как правило, этот сет считается универсальным, потому что даже в руководстве написано, что этот сет помогает проходить обычные и сложные главы. Но не все так просто. В какой-то момент, примерно где-то вот, наверное, здесь, где-то вот здесь, вот этот сет у меня перестал работать, и я застрял. Я пробовал множество разных тактик, множество разных там персонажей, сетов и так далее. И в какой-то момент я понял, что в принципе этот сет у меня перестал работать, и для прохождения глав я переключился на другой сет. Я начал использовать вот такой, то есть я одевал полностью, выбирал экипировку рыцаря. По самоцветам я прям сейчас вот даже не поленюсь, покажу, сейчас все уберу. Все, что я делал. Ну, в принципе, это, конечно, лишнее было, верхний ряд убирать. Ну да ладно, сейчас поставим заново, это не проблема. Значит, я ставил в первую очередь продолжительность, заряд ульты, потом слабость, уязвимость обязательно, это очень полезный камень. Вот он прибавку в мощности дает практически, ну, на моем профиле 8 миллионов, у вас может быть меньше, у вас может быть больше. Вот, поэтому тут все будет зависеть от прокачки вашего профиля и от уровня этого камня. Это самый сильный камень в игре, на мой взгляд. Также снаряды физические плюс магические. Все остальное я забивал. Регенерация на максимум. Камней у меня немного, потому что я их объединяю. Ну и в принципе этого достаточно. То есть у них в принципе большие показатели. Все остальное я забивал уклонением. И вот примерно вот в таком сете я бегал. Ну, тут, конечно, уже мифические вещи начинают появляться, поэтому здесь можно также поставить уклонение. Ну и я бы поставил, к примеру, здоровье смысла нет ставить, урон тоже. Ключи здесь не подойдут. Можно поставить либо скорость перезарядки, либо область эффектов, либо можно передвижение поставить, потому что нам нужно будет убегать от боссов и так далее. Монеты здесь не подойдут. Взрыв, ну, не такой уж и сильный камень на самом деле, потому что у него показатель очень маленький и, ну, честно говоря, не вижу в нем смысла. Мародер здесь тоже не подойдет. Ассасин работает только в обычном режиме, в сложном. Он также не будет иметь какого-то смысла. Ну, отражение это тоже ерунда какая-то, поэтому я его не ставлю. Вот. Ну, то есть забиваем сет, точнее слоты по камням таким образом, чтобы наша выживаемость была на пределе. И вот, допустим, поставили скорость перезарядки. И вот примерно вот таким составом мы с вами идем в бой. Выбирать можно абсолютно любого персонажа для прохождения обычных и сложных глав. Ну, я бы рекомендовал выбрать того, чей звездный ранг у вас будет выше. То есть, чей звездный ранг выше, это раз. Во-вторых, тот персонаж, который будет покрепче. То есть мы всегда можем зайти на персонажа, открыть вот эту вкладку и можем посмотреть, что у нас есть показатель защиты. Вот, например, темный паладин у меня плюс 85. Если я выберу ассасина, то здесь не будет этого показателя. То есть ассасин это про нанесение урона в огромном количестве, а паладин у него все-таки выживаемость будет намного лучше. Вот, например, чернокнижник. У него тоже нет этого показателя, поэтому для прохождения он подойдет, но в идеале, конечно, взять того, кто будет позащищеннее. Вот, например, астральный маг уже подойдет. То есть, если кто-то его попытается укусить, скажем так, то он себя в обиду не даст и меньше отдаст своего здоровья, чем тот же самый ассасин. Плюс у него есть отхил.
Ну, опять же, не у всех есть персонажи, те, которые есть у меня, поэтому самым лучшим вариантом будет это, наверное, рыцарь из таких, из доступных, потому что у него также защита есть. Тут с этим вопросом долго останавливаться не будем, то есть тут все понятно. То есть если идем в главы, то в обычные и сложные, то берем либо тот сет, который я показал изначально, это вот такой, либо тот, который я прямо сейчас перед этим собрал. Вот, здесь тоже, в принципе, все понятно. Если мы идем, к примеру, в ПВП, это схватка героев, то тут, в принципе, тоже использую сет, который я сейчас собирал. То есть я полностью надеваю броню рыцаря и немножко по-другому здесь у меня все собрано. Я делаю вот так. То есть беру сет на атаку, надеваю... он уже надет. Надеваю набор рыцаря полностью, вот так. Но камни я здесь не меняю. То есть оставляю все как есть, потому что броня у нас все-таки для того, чтобы защититься, а камни мне нужны для того, чтобы нанести побольше урона. Все-таки здесь нужно уметь балансировать. И нанести урон, и, соответственно, не дать себя в обиду, то есть нужно себя защитить. Ну, оставшиеся слоты я бы забил, наверное, скорость перезарядки вот этот бы поставил, и область область эффектов, да, то есть я бы вот в таком составе бы и пошел, то есть я бы взял чернокнижника и все, и пошел бы с ним в атаку. Но опять же, все зависит от питомцев. Про питомцев подробное видео есть, там можете посмотреть, там отдельная тема, там я все объясняю, озвучиваю и так далее, то есть можно все эти вопросы и нюансы изучить именно там. Дальше, что у нас еще? Башню мы пока пропустим. Ну, башни, я тоже думаю, сложного ничего нет. То есть примерно такой же сет будет, как и в PvP, как и... Ну, про арену сейчас отдельно поговорим. Здесь, кстати, тоже я в броне рыцаря гоняю в подземелье, потому что убить 1200 врагов, в принципе, сложного ничего нет. Но чем выше уровень, тем они сильнее и злючие, поэтому я все-таки, опять же, надеваю броню рыцаря и камни оставляю те же самые. Вот примерно вот в такой экипировке я это все прохожу, и пока тфу-тфу-тфу все получается. По приключению там тоже есть отдельные нюансы. То есть, например, если у вас выпадает глава, в которой наградой являются сферы, то, естественно, вам лучше поставить, к примеру, ставить вот такой сет, но если нам дают в награду сферы, то мы смотрим благородный набор и прям проверяем. Вот эти перчатки нам не подойдут, амулет нам не подойдет, а вот корону аристократа уже можно поставить, потому что у нас будет плюс 15% дополнительных сфер за забег. Также кольцо аристократа, к примеру, не подойдет. Ну и вот тапочки можно поставить. То есть мы с вами ставим корону, ставим тапочки. Естественно, мы оставляем за собой сохранение вот этого бонуса для нанесения урона и получаем дополнительные сферы от того, что у нас стоит корона и стоят тапочки. Если у нас, к примеру, стоит награда в виде пыли, то снова надеваем обратно все для нанесения урона и также проверяем, если пыль, то нам нужна что? Нам нужно, наверное, будет... Нам нужны будут только тапочки, в принципе, да и все. Ну, если у вас прокачанный сильно аккаунт, то, в принципе, можно и в сете аристократа эти главы проходить. То есть, ну, как бы на свой страх и риск вы можете попробовать, но есть вероятность того, что один билет вы упустите, потеряете. А это все-таки равноценно 200 гемам, что, в принципе, является такой немножко долго добывающей валютой, труднодоступной. То есть она копится и достаточно тяжело. Так, ну про миссию гильдии я в принципе рассказал. То есть это сет изгоя плюс ботинки рейнджера. Битва с боссом тоже озвучена. И вот арена. По арене здесь в целом я пробовал также несколько разных вариантов.
И вот, на мой взгляд, самый лучший вариант — это опять же все, что касается про выживаемость. То есть я беру полностью набор рыцаря, камни я беру от сета, который у меня идет с нанесением урона, и 20 уровень арены у меня получается пройти, я просто бегаю по кругу, и никаких проблем это не вызывает. Но есть также рекомендуемые другие сеты, которые у нас используются на арене. А вся фишка заключается в том, чтобы выбрать те элементы экипировки, которые будут нам давать один апгрейд на старте. То есть в данном случае это у нас будет плащ волшебника, амулет волшебника, шапка и перчатки здесь не подойдут, сапоги, ну, возможно. По-моему, от рейнджера, кстати, будет неплохим вариантом выбор доспехов рейнджера, но это место у нас занимает именно плащ волшебника. Доспехи будут неплохим вариантом, потому что есть два дополнительных обмена за забег. То есть, когда вам будет выпадать выбор там книги или оружия, и вам что-то не понравится, у вас будут дополнительные попытки на то, чтобы этот выбор обменять. И не нужно будет за это платить. Поэтому тут как бы на любителя надо проверять, надо пробовать, тестировать. Кольцо здесь нам тоже в принципе не подойдет. Перчатки также, шапка также. Есть у нас корона аристократа, которая дает еще один апгрейд. Вот. Перчатки и все остальное здесь тоже оно идет про бонусы, поэтому нам это все не подходит. Сапоги, кстати, тоже можно выбрать именно от волшебника, потому что здесь есть классная такая штука для получения опыта каждые 10 секунд. То есть у нас не будет нужды в том, чтобы бегать по арене, собирать вот эти шарики. Мы просто вот эти сапоги ставим, и, соответственно, у нас опыт собирается. Ну и также, я думаю, имеет смысл поставить кольцо мага, которое будет нам давать прибавку в том, чтобы наносить дополнительный урон по замороженным врагам. И перчатки можно оставить от рыцаря, в принципе разницы никакой абсолютно нет. Либо если мы с вами делаем упор, это если упор, допустим, будет на защиту, да? Вот. Если у нас будет упор на то, чтобы нанести как можно больше урона, то тогда можем поставить перчатки разбойника, чтобы у нас вот этот бонус волшебника, он сохранился, и, соответственно, все враги, которые будут пытаться до нас дойти, а они до вас дойдут в любом случае, но хотя бы дойдут они не так быстро, как они бы этого хотели, то есть они будут замедляться. Но опять же, у меня, к примеру, эта тактика не работала, хотя она является такой более-менее рекомендуемой. Я все-таки вот за то, чтобы защититься как можно сильнее и просто спокойно, вот стопроцентный вариант, просто пробежать по кругу. Там, возможно, где-то один раз каким-то там неудачным образом у меня, может быть, и получится умереть в самом начале, но бесплатное возрождение есть, я его использую. Соответственно, бегу просто дальше. К примеру, прохожу я за кого? За темного паладина. И у меня получается без каких-либо проблем. Так, что касается кошмара. Здесь у меня сейчас также стоит отдельный сет на кошмар. Но так как кошмар я уже прошел, у меня набор самоцветов состоит полностью из монет. Ну, там за исключением вот этих вот двух рядов, полностью из монет и полностью из ключей. То есть я захожу в 280 уровень, стараюсь его пробежать. Там в целом мобы не настолько неприятные, чтобы его проходить. Но тут что важно понимать. То есть если, допустим, я бы находился, точнее в тот момент, когда я находился на стадии прохождения, у меня, естественно, камни стояли другие. А камни у меня были расположены вот в таком порядке. Я сейчас покажу. Уберу лишнее. Продолжительность и заряд ульты я оставил в зависимости от того, каким персонажем я бегаю. То есть, если это был чернокнижник, то я эти камни на продолжительность и заряд ульты ставил. Если это был темный паладин, я их не убирал. Почему? Чернокнижник — это, как уже объяснял ранее в руководстве про кошмар, чернокнижник — это про нанесение урона, темный паладин — это про защиту.
То есть чернокнижник он убивает, у него ульта заполняется. Темный паладин он не убивает, он просто живет и бежит, убегает. И, соответственно, ульта у него не заполняется, и вот эти камни там не имеют смысла. Здесь понятно. Дальше. Нам нужно с вами довести перезарядку до 40%. Это делается для того, чтобы книжку на перезарядку мы с вами не брали в режиме кошмара. То есть, как это все проверить? Допустим, если я играю темным паладином, то мы его берем и проверяем его характеристики вот здесь. Заходим вот сюда и жмем на вот эту кнопку. У нас перезарядка становится 38,85, то есть это допустимо. Был бы еще один камешек на 1,15%, то было бы идеально. То есть у нас было бы ровно минус 40, то есть это был бы потолок. То есть, соответственно, если мы будем брать книжку перезарядки, она нам прибавит вот этот 1% и все. И она упрется. То есть она не будет иметь никакого абсолютно смысла. Вот. И, соответственно, я вам рекомендую все это проверять перед забегами, потому что если ваш показатель будет там, например, 70%, то надо будет тогда уже эти камни убирать. То есть они будут не актуальны в вашем забеге. Ну и опять же, кошмар это все-таки немножко такая индивидуальная тема. Там идет, как уже объяснял, до 120 и после 120 уровня. То есть до 120 уровня вещи определенная, экипировка точнее стояла такая же примерно, вот как здесь. То есть нам нужно замедлять врагов, чтобы они до нас не добегали. И, допустим, если перезарядка у нас и без камней уже, допустим, будет там около, там, ну, грубо говоря, в районе 40%, то есть нам вот эти камни будут не нужны, мы уже можем их добивать областью. То есть мы ставим просто область, и, соответственно, перезарядка у нас и так есть, а области много не бывает. Поэтому ставим область, и если что-то остается, то можно выбрать, например, критический урон, это будет являться неплохим вариантом. Может быть, можно будет поставить книжку на, камень на скорость снарядов. Вот. Если до 120 уровня, то это камни на передвижение, естественно, чтобы наша задача просто, в принципе, до 121 уровня просто эти уровни пролететь и не заметить, пробежать. Но опять же, за исключением карт коридорного типа. Вот. Ну, поэтому ответ на этот вопрос является таковым, что мы не под определенного персонажа составляем и выбираем экипировку. На 90% экипировка, она, получается, зависит от типа режима, в который мы идем. И на 10%, наверное, это будет влияние самого персонажа. То есть, если, к примеру, вы фанат Ледяной Королевы, и мы четко знаем, что у нее идет повышенный как бы урон по замороженным врагам, вот, к примеру, на 140 уровне, видите, у нее идет увеличение урона по замороженным врагам, то, конечно же, для нанесения наибольшего урона, допустим, имеет смысл надеть вот такой сет, убрать вот это вот кольцо и поставить кольцо волшебника. И тогда эффективность королевы будет намного выше. То есть будет работать колечко, будет работать вот этот вот бонус, будет работать перезарядка, и в целом у вас будет бомба. То есть нужно уметь читать описание, нужно не бояться экспериментировать, но какие-то основные моменты игроки используют повсеместно. То есть спрашивают, задают вопрос, как одеть там того-то, того-то, и вам отвечают так же, как и остальных. И это, в принципе, правильный ответ, не стоит на это обижаться. Это отвечают игроки на опыте, которые видят эти вопросы примерно 2-3 в неделю точно в нашем общем чате. Вот, поэтому запоминайте, экспериментируйте, пробуйте. Всем спасибо, кто посмотрел этот обзор, это руководство, и удачи вам в ваших забегах. Всем пока!